Тарадун, братья и сестры. Данная миссия называется «Земля мертвых». Возвращение Ашена домой остановлено неожиданной технологической ошибкой. Итак, поехали. Ашен сбит и пролетел через сюжетную дыру, созданную чеховскими часами Старка. Облегчение пронеслось через него с утешительными знаниями о том, что он скоро вернется домой на дьявольское убежище. Скоро все будет правильно в галактике. Однако Ашен не мог не поверить своим собственным чувствам любопытства к элитной секретной группе задач Старка. Неужели они действительно будут в одиночестве? Он задавался вопросом, правильно ли они установили Вселенную. Однако в основном он был просто готов вернуться домой и отдохнуть. Будет ли Ашен получать желаемое и вернется ли в дьявольское убежище? Ох, наконец-то передышка. Благодарю этого тирана. Как его зовут? Кажется, я забыл. Стуков, Стэн. Какого черта? Этот гудок идет из чеховских часов. Что за... Обнаружена неисправность. Обнаружена неисправность? О боги, что сейчас? Пункт назначения изменен. И снова я оказался на странной неизвестной земле. Я устаю от этого больше каждый раз. Подними свои руки вверх. Подними проклятые руки в воздух и брось чертово оружие. Черт, снова под арест? Подожди, это не мусульманский головной убор. Ты можешь идти. Что? Ты новичок на этой земле, да? Я полагаю, да. Придерживайся меня, как лед отчизны. Не доверяй этому капиталистическому подонку. Его обещание свободной страны и американской мечты – это ложь. Он пустословит. Засунь это себе в коммунистическую задницу. Партнер, слушай. Ты хочешь получить прекрасное и превосходное здесь, в земле мертвых? Лучше присоединяйся к нам, капиталистам. Лучший способ избежать падения твоей лошади. Падение как на Уолл-стрит, да? Послушай этот кусок... Воу-воу-воу. Ты сказал земля мертвых? Да, конечно. Черт! Расслабься, малыш, это все часть нормального процесса жизни. Ты рождаешься, взрослеешь и умираешь. Нет, у тебя все не так. Видишь? Я попал сюда с этими чеховскими часами. Христос, а не снова. Устал от этого дерьма. Ха? Это случилось 100 раз. Твоя элитная секретная группа задач приходит и уходит без выбора стороны. На самом деле я не являюсь частью СГЗ. Я просто одолжил эти часы. Кажется, они неисправны. Я просто хочу вернуться домой. Ну, хоуди-дуди, так ты не возражаешь объединиться с нами, капиталистами, а? Нет. Истинный советский. Приятно принять тебя. Нет, я не присоединюсь ни к одному из вас. Я ненавижу политику. Так или иначе, что, черт возьми, тут происходит? Видишь ли, много людей погибло. Мы начали все шуметь. Призраки спорят день и ночь. Что лучше, капитализм или коммунизм? Аргументы нарастали ежедневно, пока наконец не началась война. Мы называем это холодной войной, видя, что мы все мертвы, а наши трупы холодные. Вот и все. Холодная война. Как необычно.
Уверен, что не хочешь к нам присоединиться? Мы можем быть дорогими, но у нас есть корпоративные лидеры, которые достаточно сильны, чтобы компенсировать это. Жалкие. Мы, коммунисты, равны. Мы много работаем и ничего получаем награду. Здесь действительно бесплатно. Без стоимости, но по времени. Последний раз. Нет. Подожди. Ты сказал, что эта земля мертва. Так значит, тот, кто умер, будет здесь? Так оно и работает. Кто-нибудь из вас знает Протоса, известного как Адун? Ну, да. Да, я полагаю, тоже. О, мне не нравится, куда это идет. Я просто хочу найти Адуна и вернуться домой. Помоги убить коммунистических тварей, и мы расскажем тебе, где можно найти своего Адуна. Наше предложение одинаково. Всевышние боги, во что я ввязываюсь? Так, представляется 3 выбора, которые можно выбрать. Это отказаться от обоих, принять капитализм и принять коммунизм. Я сохранюсь и продемонстрирую сначала выбор такой, чтобы отказаться от всех. Так, я сохранился. Знаете что? К черту вас обоих. Я самостоятельно найду Адуна. Если это так, как ты хочешь это сделать? Покалечи шалуна. Я мертв! Не очень, да, перспектива? Теперь все-таки, пожалуй, выберем капитализм. Слушай, коммунистический парень, я бы выбрал тебя, но я читаю в животноводческой ферме, ты знаешь? Ты сделал правильный выбор, партнер. Теперь нам предоставляется целый лагерь даже, как можете заметить. У нас есть куча героев, с которыми будет весело, а может быть и не очень. Теперь пойдем уничтожать своих врагов, коммунистов. Да, как-то даже немножко это странно звучит, не находите? Так, нам предоставляется тиранский лагерь. Стоимость всех существ, всех зданий будет тут действительно дороже. Но действительно, как и сказал наш предвыборный капиталист, у нас есть герои, которые могут компенсировать всю эту задачу. Вот, например, каждый рабочий стоит 100 минералов, каждый морпех 150 и так далее. Это очень дороговато на самом деле. То есть приходится, наверное, скорее всего, как-то выбирать с умом, что ли. Какие-то там вещи, там... точнее, что-то выбирать, строить, там, создавать. Потому что стоимость всего вообще, это не классический вариант. Так, я подошел к коммунистам, которые представляются зергами, да? Странно немного, да? Советский Союз — это зерги. А коммунисты — это... Так. Так, отлично, я тут добрался практически. У каждого еще героя есть свое собственное имя. Так, вот это я все преднамеренно не переводил. Не хочу, потому что было очень нудно все это и без того переводить. Убивать тут действительно долго придется. Но при всем при этом на нас нападать никто не будет. Возможно, это будет странно, но что поделать? Так, еще работнички создаются, да? Так, товарищи капиталисты, 250 на фабрику.
На самом деле забавно, да? Очень хитро сделали. Попал в какую-то землю мертвых, не знает. Кто это? Зерги коммунисты. Тираны капиталисты. Все это забавно очень. И смешно. Да, все-таки наш, точнее не наш, автор очень сильно заморочился, чтобы все это... Вот почитайте, коммунистическая гидролиз, споровые колонии, коммунистическая плети, коммунистическая, кто там, непонятно даже. Это забавно все очень. Ничего себе. Машинки дорого стоят. Ну да ладно, у меня есть одна машинка, которая может все исправить. Как можете заметить, лагерь гидролисков, говорю, лагерь зергов падает. С этим проблем нет. Можно, в принципе, даже не отстраивать какие-то либо войска. Но это все по желанию, конечно. Каждый дорого стоит, потому что... Так, ну-ка давай еще. Так, танк-то уже дотягивает, нет? Дотягивает. Сейчас самое главное это разнести вот именно эти вышки. Подземные колонии, которые тут... Я даже не прочитаю, потому что это вообще смешно. Я когда в первый раз увидел всю вот эту схему, меня просто сильно на смех пробило. Это реально смешно. Коммунисты против капиталистов. Это ж надо было додуматься до такого вообще. Я за любые фантазии, конечно, но... Это просто... Это реально какое-то сумасшествие. Я с хорошей точки зрения говорю, но все равно это... Тут без смеха просто не пройти вот это все. Так, теперь, в принципе, можно сделать вот таким. Нет, не можно пока. А теперь можно делать таким образом. Тут очень много споровых колоний, поэтому надо очень постараться, чтобы все это снести. Ну, это действительно многовато. Так, еще это. Ну, вот так вот тебе, блин, и подавай, Веспенгаз. Ни на что не хватает. Там еще где-то вроде один источник есть. Так, ну-ка, давай. Работаем. Так, ну-ка, работаем. Давай научную станцию создавай. Так, это не те, кого нужно убивать. Самоубийц, по-моему, тут не обязательно убивать всех и вся. Так, я еще одного медика создам, так. О, я бы, наверное, устал бы все это добро переводить. Просто послушайте их шикарные голоса.
Отлично. Все, супер. Ага, тут два источника даже. Это очень хорошо. Так, танки, ну-ка. Как хорошо, что все здесь собрались. Народу немного, но бьют очень больно, это здорово. Против меня почему-то коммунисты вообще никак не борются. Не знаю, с чем это связано. Жаль, конечно, что они не борются. Было бы очень забавно на это посмотреть. Но что поделать. Что есть, то есть. Но самое главное, что и этого, в принципе, достаточно для того, чтобы офигеть от того, что здесь вообще происходит. Я не назову это кошмаром, это забавно, это круто. А вот медика убивать не обязательно. Потому что это не очень. Так, где там люркер-то коммунистический? Вот и все. Ага, я еще не разведал это место. Глупенько, глупенько. Так, танчик, ну-ка. Давай, делай дела. Так, а ты готов уже, да? Отлично. Что-то еще надо, наверное. Ну и все. Продолжаем. Уничтожать коммунистов. Скорее всего, уничтожение этого лагеря, ну так, поскольку чисто формальность, чтобы придать видимость того, что действительно происходит тут какая-то война. Но в любом случае, даже если это и так, то это очень классно выглядит. Я сейчас закончу за капиталистов. Может быть, не прямо сейчас, но закончу. За капиталистов, потом начну за коммунистов, а потом продолжу за... А потом увидите, что будет. Так, ну-ка. Президент, иди-ка. Не, мне не надо структуру, мне надо вот это вот. Борзеющую. Нифига, 4 шпиля стоят. Вообще у них лагерь-то большой. Прям ух, какой. Мучайся, стой. Так, танчик, ну-ка. Как можете заметить, цены, да, действительно повышенные. Это не очень здорово, но что поделать. Какие есть, такие есть. Так, королева убита. Все здорово. Так, еще один готов. Уровень развития урона. Это здорово. Ну да ладно. Куда? Полетел прям. Прям вот ненасытные какие, а? Вот кто-нибудь, может, разбирается в именах, я не знаю. Вот кто такой вот, например, Джон Лок? Ну, я, конечно, посмотрю по инету, но все равно. Вот на данный момент я пока не знаю. Хотя знаю, да, он из сериала «Остаться в живых». Но это не тот персонаж, конечно, но все равно. Так, кто, например, такой... Ну, ладно, Стив Джобс, понятно, кто такой. Только в «Холодной войне» он, по-моему, не сильно-то и участвовал. Или я чего-то не знаю по истории. Хотя у меня с ней всегда были хладные отношения. Но на самом деле это... Понятно, что его тогда быть, наверное, не должно. Так, вот, кто такая Эйн Рэнд? Я, может быть, даже неправильно прочитал, но все равно. Я такого персонажа в истории не помню. Если это выдумка автора, тогда вопросов нет. Потому что президент, он и президент, как бы тут. Даже имени не указано.
Так что можно не переживать. Ну, а тут-то что? Уже все надоело, что ли, убивать кого-то? Так, ну, практически база мертва. Можно не переживать за этот счет. Ну, пусть так, для вида. Что я хоть что-то делаю на своей базе. Кроме того, как добываю ресурсы. Не-не-не-не-не-не-не. Тут есть кому тебя убивать. Так, что у нас дома? Ну-ка, катитесь сюда колбаской. Быстренько. Нет, медиков нельзя. Они же вас не могут атаковать, вот и вы их не атакуйте. Так. Отлично. Капиталистический байкер. Понятно. Так, ну-ка, там Гендерлиск еще стоит. Надо его смести. Надеюсь, за потерю героев каких-либо мне от Атата не дадут. Но все равно буду надеяться, что я их не потеряю. Ну, практически база уничтожена, как можете заметить, ничего сложного не было. Сопротивления практически никакого. Можно не переживать. А вот когда я начну за коммунистов бороться, то это будет нечто. Как можете заметить, капиталист не соврал. Он говорил о том, что будет все дороже, но будет все лучше. То есть, точнее, не все лучше, а то, что будет тут такие личности, которые могут компенсировать это. Ну и последние вот здания остались. Там коммунисты были убиты, а свободный рынок теперь управляет землей мертвых. Я надеюсь, ты счастлив. Юху! Мы не могли попросить и лучшего дня. Почему бы тебе не присоединиться к нам на вечеринке, партнер? Ты не провалил эту миссию, поэтому мы тебя пригласили. Спасибо, я очень люблю пить бурбон и унижать женщин, но сейчас у меня просто нет времени. Мне нужно найти Адуна. Не забывай унижать цветных людей. Пожалуйста, просто скажи мне, где Адун. Он на севере, сидит на большой скале в настоящее время. Он проводит все время там. Что он делает? У меня нет чертовой подсказки. За кого ты меня принимаешь? Он просто какой-то янки, который не хочет присоединяться к нам. Чудно. Большое спасибо за помощь.
Мне приятно. Так, вот с этого момента я загружаюсь. Я вам продемонстрировал капиталистов. Теперь я вам продемонстрирую коммунистов. Извини, капиталист. Я слишком ненавижу бюрократию. Спасибо, товарищ. Итак, теперь задача, которая нам требуется, это уничтожить всех капиталистов. Действительно ли все бесплатно или нет, сейчас вы и увидите. Вот, например, базовые постройки. Мутировать во что-либо ничего не стоит, как он и говорил. То есть, он не обманул. Разве это не чудно? Политические партии, которые не врут, это очень здорово. И причем и коммунисты, и капиталисты сдержали свое слово. Не соврали. Так. Поэтому можно очень много, реально очень много ставить инкубаторов, например, которые, кстати, очень-очень пригодятся. Так, отлично. Можно ставить шпиль сразу же, не думая. Потому что я буду развиваться в муталисков. Мне бы еще гидролиски чуть-чуть не помешали. Так, чисто для защиты базы, потому что скоро нападут на меня. Так, отлично. Практически готово. Так, надо все направления сделать еще сюда. Так, эволюция завершена. Это здорово. Ну так, пусть для вида будет, говорю же. Так, 45 уже место даже, это здорово. Будем ждать все-таки гнездо королевы. Мне, чтобы в улье развиться. Так, еще один этот шпиль сразу же можно поставить. Эти ребята будут у меня такими, так скажем, для защиты. Потом создадим народ для атаки. Так, муталиски еще не готовы, нет? Ну и, блин, жаль. Так, ладно. Так, надо разочек подождать и создать этих ребят. Бравых ребятушек. Так. Все, в принципе, готово более-менее. Ну вот, в принципе, и вот ваши капиталисты. Так. Я и это тоже не переводил, потому что и без того переводить немало. Вот, кстати, можете заметить, да, столько уже муталисков наделал. Ну, вы будете на двойку, если вы не против, а вы не против. Так, отлично.
Так, тут у меня уже муталиски готовы, в принципе. Так, убыстрение... Так, убыстрение движения мне пригодится, потому что у противника есть стелсы, которые могут, скорее всего, скрываться. А у меня нет пожирателей воздушных, которые могут... так скажем, увидеть невидимого. Так, отлично. Сейчас будет вот этот вот шпиль развиваться до конца. Точнее, разовьется, и все будет отлично. Этих еще сделаем и полетим. Потому что нам лететь далеко. Прям вот до сюда. Откуда мы и начинали за капиталистов. Лагерь у них такой же большой. Вот когда начинаешь за кого-либо, лагерь маленький. А начинаешь против кого-либо, у них лагерь большой. Странно? Не думаю. Хотя возможно. Так. Отлично. Ай, нафиг их. Вот я сейчас еще буду беспокоиться об этом. Да ну их. Не тот случай. Ну да, конечно. Ну не то чтобы что-то пошло не так. Так, и дальность видимости пусть будет. Так, эти ребятки так чисто для внешнего вида. Ой, я говорил же, стелсы здесь. Ну ничего, сейчас будут готовы мои любимые стражи. И все будет закончено. Готово. Ну поехали. Так, если что, тут еще готовы муталиски, в принципе-то. Это так, на про запас. Вот если бы постоянно, возможно, было бы такое ускоренное развитие, было бы так супер, а то как-то вот не задалось, что ли. Ничего, если кого-то потеряем, в принципе, не страшно. Можно будет еще наплодить, потому что... Потому что это чертовски круто. Тут столько народу. У меня. И, кстати, почему бы не воспользоваться им? Ну-ка, летите-ка, летите. Полетели, полетели. Все снесли и все убили, давайте. Не буду агитировать никакую сторону. Потому что это чисто развлекательная программка, так скажем. Я тут не при делах. Я демонстрирую вам обе стороны. Поэтому смотрите и любуйтесь. Стражи даже забили. Ай-яй-яй. Кто у нас тут такое отдыхает, а? Нельзя отдыхать. Надо работать. Так, тут все снесли. Давайте дальше сносить. Угу. Так, отлично. Как можете заметить, лагерь, не скажу тиранов, скажу капиталистов, потому что это все-таки капиталисты.
конце концов. Надо поддерживать суть этой миссии. Это капиталисты, ничего не знают, это не тираны. Это другие люди. Это сильно дорогие люди, у которых есть собственный президент, который ненавидит коммунизм и тому подобное. Ну черт побери, блин, вот надо же было автору додуматься до такой прекрасной идеи. Это же вообще замечательно. Рекомендую, кстати, вам еще это в описании почитать, потому что там есть ссылка на описание самой игры, то есть компании, именно со слов автора, не моих, я перевел на русский язык. Также оставил в описании ссылку на... Кого ж я оставил? Короче, оставил ссылку на описание карты и ссылку на... Точнее, ссылка одна, а вот суть-то в том еще, что там есть и трейлер к этой игре, представляете? То есть автор заморочился очень хорошо. Создал даже трейлер, не только игру. Правда, тут мало, конечно, всего 5 миссий, но это клевые 5 миссий. Вот ощущаешь, что проходишь целую кампанию, а не просто так вот дурака валяешь. И еще вот такой вот вопрос к вам, уважаемые зрители. Вот если бы вы, вот допустим, перед вами эта игра, вы ее увидели, и вот вам вот тоже вот подходит коммунистический гидролиз, капиталистический морпех и предлагает выбор. Кого бы вы взяли в первую очередь? Так, тут научное судно, которое, в принципе, бесполезно. Это не беда. Так, ну-ка сюда, топай. Лети, лети, лети. Давай. Ну вот и все, в принципе. То есть ничего тяжелого нет. Автор, скорее всего, не хотел сделать так, чтобы эта карта как-то сильно затягивалась. Знаете, вот того, что вот он создал для видео вот так вот, и ту группировку, и эту, и с такими названиями, то это надо было постараться, и автор сделал это на славу. Я так считаю. Там. Американская мечта была раздавлена, и теперь дешевая рабочая сила управляет землей мертвых. Я надеюсь, ты счастлив. Да, действительно счастлив. Сейчас мы празднуем победу. Ты можешь присоединиться к нам. У нас есть борщ. Я думаю, я приду мимо. Просто направь меня в сторону Адуна. Конечно, но ты упускаешь, товарищ. Лучший рецепт Родины. Адун. Да, прямо на север. Ты найдешь горное образование. Здесь Адун ежедневно сидит и размышляет. О чем? Откуда мне знать? Он держит несуществующий рот закрытым, не разговаривает с нами. Чудно. Это точно поднимет мои надежды. Сюда мне было поручено идти. Привет. Здесь кто-нибудь есть? Ашен! Святое дерьмо, это правда ты? Ты, черт возьми, дурак! Ты понимаешь, что ты сделал? Коммунизм теперь захватил всю землю мертвых. Эй, у меня не было выбора. Всегда есть выбор, Ашен. Я просто делаю то, что должен. Я просто выполнял приказы. Ах, да, защита Нюрнберга. Ты действительно хорошо защищаешь свое положение. Хей, пошел к черту. Я хочу, чтобы ты знал, что я презираю политику. Аминь, брат. Анархия навсегда. Подожди, нет, я бы не пошел так далеко. Ашен, почему ты искал меня так долго?
Я бы хотел знать, почему ты оставил нас на Таландуросе. Упс. Это все мое время. Сейчас я должен вернуться к смерти. Стой! Я должен знать! Ой. Есть один способ связаться со мной снова. Ищи легендарный кристалл, легендарного фиолетового цвета, легендарной трехгранной формы, легендарного маленького кристалла, который может. Ха, так это легендарная вещь или что-то такое? Знаешь что? Я ненавижу тебя. Негодование по-протасовски, я даже переводить это не буду. Он тут чуть-чуть ругается просто. Каждый раз, прежде чем я узнаю правду, он просто уходит. Ой, думаю, я нажал кнопку на своих часах. Почему пикает? Так, я почти закончил планирование пятой карты для квеста Ашена. Получит ли Ашен возврат металла скорости 80-х годов? Нет. Боги, буквально? Иди. Карта открывается, когда Ашен наконец возвращается в дьявольское убежище, верно? АК реально не будет так долго, не так ли? 5 карт? Давай, чувак. Резонанс составлял 5 карт. Основа составляла 4. Делай длительные кампании. Перестань меня критиковать и позволь мне рассказать тебе мои планы о карте. Я просто говорю, чтобы ты мог бы вложить в это немного больше усилий. Голос Кемпара. Трогательно. Во всяком случае, заткнись и слушай. Ашен снова оказывается в дьявольском убежище и перестраиваться к тому, что происходит. Есть шуточный хлопковый газ Джо. Затем они пробиваются сквозь силы зергов и достигают второй лагерь. Там они находят женщину Протоса и Лену и... Женщина Протос? Да. Я не могу озвучивать женских персонажей! Святой Адун, он выпустил крик могущественного металла. Кроме того, вселенная ломается, должен избегать взрывов. Так, я сохранюсь, потому что... Ну нафиг. Анархисты, ну-ка, идите нафиг. Немного потерпите этот крик. Фьюх, я пережил крик могущественного металла невредимым. Боги! Я глухой! Фух, на этом эта замечательная миссия с холодной войной и анархистами закончена. Благодарю за внимание и всем пока.